Приветствую вас, любители животных! Вы на канале Зоотоп. Именно на этом канале вы можете увидеть животных с самых неожиданных сторон. А сегодняшняя подборка посвящается случаям спасения разных зверушек человеком. И не забудьте оценить наши старания лайком или же дизлайком. А мы поехали! Касатка попала в ледяной плен и самостоятельно выбраться не смогла. Но неприятности хищницы вовремя была замечена спасательной командой, и они принялись за дело. Касатка, к слову, вела себя довольно-таки спокойно, несмотря на свой крутой нрав. А люди, тем временем, прорубили пролив к большой воде и практически руками выталкивали большую рыбину на свободу. Да, голод не тетка не только для людей, это также работает и у животных. Вот рыжая плутовка с удовольствием угостилась шоколадкой известной торговой марки. Открою вам тайну, угощающий тоже получил от этого удовольствие. Порой для спасения зверушки достаточно просто ее накормить. Как вот на этом видео. Лиса подошла к рыбаку на лед и попыталась стащить еду, но у нее ничего не получилось. Тогда человек сам угостил плутовку свежепойманной рыбкой. Причем я думаю, что этот рыбак у нее не первый. У кого она выпрашивает? Не только сухопутные животные попадают в неприятности, но и морские тоже иногда нуждаются в помощи. Вот, например, огромная китовая акула запуталась в рыбацких снастях, и без помощи людей ей не обойтись. Да, ей дайверы помогли, но намного лучше было бы, если бы люди не выбрасывали производственный мусор в море. Птенца лебедей волной выкинуло на каменистый берег, и он застрял между камней. Самостоятельно вылезти у него никак не получалось. Проходящие по берегу люди услышали писк, и женщина полезла на камни. Она достала малыша и отпустила в воду, а чуть подальше его уже ждали папа с мамой. Во время лесных пожаров гибнет много разных животных. А вот этому детенышу кенгуру повезло. Когда спасатели тушили лесной пожар в Австралии, именно этот малыш попал им на глаза, что и спасло ему жизнь. Теперь люди передадут малыша в специальный приют для животных. Животные-приматы очень любопытны, поэтому частенько застревают в разных узких местах. Вот и здесь. Обезьянка из рода капуцинов застряла головой между прутьев металлического забора. Как бы и чем бы могло все закончиться, если бы не помощь человека, не берусь предсказывать. Поскольку люди не могли и не прошли мимо. Они помогли маленькому примату, и тот снова радуется жизни. Прогуливаясь на катере по реке в Австралии, где-то посредине водной глади люди увидели голову небольшого животного. А когда подплыли поближе, то поняли, что та голова принадлежит небольшому кенгуру. По всей вероятности, и по виду, сумчатое было измученное и пыталось плыть из последних сил. Люди даже не поднимали малыша на борт лодки. Просто один парень подхватил животное и держал его руками до самого берега. А когда к берегу оставалось несколько метров, он отпустил его. После пожара в одном из частных домов, в задымленной комнате спасатель увидел бездыханное тело котенка. Он вынес малыша на свежий воздух, после чего сделал ему массаж, подключил кислородную маску и сделал охлаждающий компресс. А когда котенок вновь задышал, спасатель ему дал попить водички. Вот так вот с помощью нехитрых манипуляций спасена еще одна жизнь. Молодой песик запутался в проволочном заборе возле жилого дома. На собачье скуление пришли люди, хозяева дома. Они специальным инструментом отцепили ошейник бедолаги от ограды. Вот и все, друг человека снова на свободе. Здесь мы видим, как в неприятность попал длинноухий заяц. Но это случилось прямо в ненаселенном пункте, поэтому он никак не мог остаться незамеченным. Так и вышло, человек немного сзади протолкнул, и все, косой на свободе. В озере, недалеко от индийского поселения, травмированный слон потерял сознание. И чтобы вытащить великана с воды в процесс спасения включилось больше половины деревни. Но это еще не все, чтобы подлечить элефанта, потребовалось лекарство в больших количествах. И это еще не все. Жители деревни по очереди держали капельницу на протяжении многих часов. И все было не зря, слоник оклемался. На пастбище в колодец, в котором пастухи поят свои стада, провалился молодой слон. Глубина и скользкие глинистые края не дают ему выбраться. И вот, на помощь приходят люди. Вытащить его не вариант, он очень тяжелый, да еще и напуганный слоненок не даст себя зацепить. Пришлось спецтехникой с колодца выкапывать дорожку, по которой он и выбрался. И снова капкан, на этот раз в него попал серый волк. Хорошо еще, что до прихода людей он не успел себе лапу отгрызть. И здесь, судя по снаряжению, это не постановочное видео, все по-честному. Молодцы парни. На этом мы закончили. И не забудьте про лайк, коммент и подписку. Всем пока!